Всем привет, с вами Дэн, и у нас Хрудлэнд. Давненько, по-моему, уже год не было на канале этого бренда, который в основном продается на Алиэкспресс, и всегда было неплохое соотношение цена-качество. Давайте смотреть, что у нас на этот раз в этом пластиковом кейсе. Так, значит, здесь инструкция, здесь гарантийная карточка. Ну, в плане упаковки все достаточно стандартно, больше у нас здесь ничего лишнего, что называется, нет. А главное, это, конечно... Ой, какой... Ой, какая красотулечка-то, а! И ремешок какой хороший. Сейчас распакую и продолжим. Так, слушайте, ну такой винтажный пилот. Знаете, часто почему-то, когда я показываю что-нибудь из винтажных пилотов, что-нибудь из старых там IWC Хамажи, да, или Зенит Хамажи, ну или в этой стилистике, да, или Лонжин, например, почему-то не начинает писать, ты что, пилот должен быть там вообще, вот пилоты цифровые часы должны быть. Но мы же говорим с вами про винтажные пилоты, еще когда люди летали на самолетах, которые там еле взлетали. Вот. 30-е годы, 40-е годы, конечно, там были именно вот такого плана часы. И, конечно, здесь, ё-моё, и вот это Super Luminovo Old Radio, и стрелки. Ой, какая красотища. И, конечно, секундная стрелка у отметки 0,6. И вот эти крупные цифры. Прям винтажем так и прет. И знаете, здесь они еще даже стилизовали Хрудлэнд, да? Название. Кстати, Хрудлэнд это что-то с немецкого, но я уже забыл, так что в комментариях напишите. Хрудлэнд Watch Co. Под IWC International Watch Co. здесь сделали логотип. Автоматик, но это, знаете, миленько и приятненько. И корпус небольшой, и циферблат. Блин, какой же он красивый. Этот оттенок такой бордовенький, какой-то коричнево-красный, такой немножко как будто бы выцветший, но при этом очень сочный. И очень такой прям блестящий, глянцевый. Железная дорога на... и по краям циферблат, и железная дорога у нас у секундной стрелки. Так, у нас заводная головка не завинчивается. Ну, для повседнева это и неплохо. Значит, ладно, по характеристикам. Это Хрудлэнд F027. Кстати, где-то он еще F025 написан, но я ссылку оставлю в описании к ролику. Сапфировое стекло, кстати, купольное, очень-очень высокое. Внутри стоит Seagull ST1701 с автоподзаводом, китайский калибр от Seagull. Сталь 316L здесь у нас по корпусу, люминофор уже сказал, 50 метров водозащита, кожаный ремешок, ну и стилистика винтажного пилота. Давайте сразу пройдемся по размерам, мне прям интересно, сколько здесь. 38, высота с учетом стекла 10,8, а без стекла-то будет 9,3, неплохо. Ремешок 20, наверное, да? 20, так что можно сторонние поставить, и 47. От ушка до ушка. Небольшие часы, но все как вы любите в последние годы. Да, маленькие, я бы даже сказал, и для винтажных пилотов такой прям сок. Потому что винтажные пилоты это ведь были, ну, по большому счету, либо большие оверсайз, там, по 47, по 50, да, что поверх куртки надевали. А до этого были как раз небольшие. И вот как раз здесь модель с небольшим диаметром. Но в повседневной носке это как раз удобно. Здесь, кстати, можно с напульсником, мне кажется, поставить ремешок. Будет прям вообще супер пушка. Но и в этом варианте мне нравится. С таким, какой он тут, темно-коричневый, плотный, мужской, мускулинный ремешок. Немножко тоже такой поблескивающий. И хорошо сочетается с этим циферблатом. Ну, красота. И рант... Рифленая заводная головка маленькая, приплюснутая. Кстати, боковая часть здесь сатинирование, плюс зеркальная полировка у нас с верхушек, и рант, и еще он чуть-чуть, и корпус такой довольно сложный, да, здесь идет прямоугольно, потом как бы площадка чуть-чуть сужается, и дальше рант такой скругляющийся, и стекло скругляющееся. Очень приятно сделали, молодцы, узкие ушки. И ремешок, кстати, система быстрой замены, правильно, без этого жизни нет в современном мире. И хороший ремень. Хороший ремень, опять же, на Алиэкспресс, у микробрендов последние пару лет хорошие ремешки ставить в базе. И какое-то время вы будете прям тащиться от этого ремешка, и я бы прям именно вот такой цвет выбирал, мне кажется, он хорошо сочетается. Ну, там, кстати, есть разные расцветки циферблата, но мне кажется, самый винтажный это прям вот этот. Ну, мне понравился такой.
А там, как говорится, на вкус и цвет у всех все разное. Ну, прострочка приятная, плотный такой, но при этом мягкий, и это хорошо. Это хорошо для старта. Всегда приятно, чтобы ремешок не нужно было пару недель разнашивать. Значит, что у нас? 62 грамма, так что на каждый день вполне себе подойдет. И, как видите, циферблат такой весь печатный, но немножечко объемный по меткам вот этим часовым. Ну и такие приятные искажения по краям, где у нас стекло большое, высокое и купольное. Так, сапфирчик здесь мы с вами проверили. Ну что, пора смотреть макро. Да, хорош здесь, конечно, оттенок по циферблату. Наверное, трушный был бы все-таки матовый. Здесь сделали такой глянцевый. Но я думаю, что мы же все равно стилизованные пилоты носим, а не те пилоты, с которыми сейчас пилоты летают. Так что вполне допустимо. Симпатичный шрифт. Здесь выбрали, правда, автоматик сделан с каким-то уже спортивным шрифтом. Здесь, мне кажется, это лишнее. И надо было бы убрать, наверное. А так циферки, меточки, стрелочки. Очень даже все приятненько выдержано, сделано. Кстати, по цене не сказал, 16 тысяч рублей на момент записи ролика. И без всяких там купонов на Али. Ну что, как вам пилоты? Мне понравились. Мне прям стиль понравился, стилистика очень хорошо передается. Маленький, аккуратный, прям, ну вот, хорошо сделали. Хорошо. Рекомендую ли я их к покупке? Да, но в двух моментах. Если вы любите такого плана часы, конечно же, они все-таки немножечко специфические. И второй момент очень важный, я бы сказал, критичный для этой модели, это если вы живете в крупном городе, где можно обслужить механизмы Seagull. В этом варианте окей, вполне себе приятная модель. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Увидимся.